Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Светлана, и мы продолжаем распаковку. А вы пока угощайтесь. Я еще все конфетки не слопала. Вкусняшки такие необыкновенные. Та-дам! А вот и наша очередная коробочка. Помните, я вам обещала, что я поснимаю пленку, чуть-чуть поразматываю, но решила, что это гиблое дело. Вот тут с пару штук сняла пленку. Не буду я так делать, потому что, ну, это процесс длительный, это раз. А второе, кто захочет, тот посмотрит. На то она и распаковка, чтобы с замиранием сердца ждать, а что же там, что же там, что же там. А я уже вижу, вот этот пакетик так и лежал вот сверху. А здесь, друзья, мускабель, корзинка. И опять это подарок. Игрушки мускабеля. Редкие игрушки. Некоторые космически редкие. А в таком сохране это вообще чудо чудное. Как меня солнышко балует. Друзья, завидуйте мне белой завистью. Вот такая теперь есть у меня красота. Какая прелесть. Спасибо тебе огромное. Будем открывать и смотреть. Я вот сейчас связывалась с человечком, который мне это отправлял, и говорит: тебе эта распаковка тоже очень интересная. Ты наверняка и сама уже не все помнишь. Я вам говорю, это игрушки покупались в конце прошлого года и в начале этого года. Ватная девочка на качелях. Лицо, знаете, из чего, вот чем обтянуто лицо? Фельдеперсом. Что такое фельдеперс? Это чулки. Вот до революции из фельдеперса делали чулки. А потом вот на игрушки, куклы и елочные потом стали последовательно вот оформлять личико фельдеперсом. Вот какая королевишна. У меня их две, одна еще в Москве. Мне забыли ее в предыдущей посылке отправить. То не было ни одной, а теперь будет две вот такие вот сказочные красавицы. Вот она, качель, и на этой качели вот так вот качается эта девочка. Не буду чистить, не буду. Какая прелесть, какая роскошь. Предвоенная игрушка. Прелесть прелестная, чудо чудесное. Так, камеру чуть подальше. Нам уже надо место, чтобы вы могли рассматривать эти игрушки. А здесь что-то квадратненькое. А что здесь такое квадратненькое? Мы сейчас все узнаем, все увидим. Да, не знаю, я теряюсь в догадках. Все-таки немножко разворачивать эту бумагу. Нет, не буду. Не буду и все. Не нравится. Выключаем и уходим. Вот. А я бы смотрела, вот если бы кто-то так вот распаковывал передо мной, я бы с замиранием сердца ждала, а что же там появится. А появился, друзья, вот такой предмет. Часики. А часики непростые, редкие очень. Казалось бы, без 5-12 таких часов на рынке мульон. Но это, во-первых, полупрозрачный циферблат. Это раз. А второе, эти часики, друзья, нota bene, производились в Белоруссии. Очень-очень немного игрушек там производилось. А уж если, вот помните ватные, какие там прекрасные делали игрушки. И вот эти вот часики, знающие коллекционеры, конечно же, всегда гоняются за этими часиками с полупрозрачным циферблатом, вот с этой веточкой. Производство Белоруссия. А что у нас дальше, глубже, сейчас посмотрим, дружочки. Так, новшество отнесла, включила паузу, пленку быстренько сняла. Все-таки мы уже сэкономили секундочку-две. Сейчас я вам буду показывать, пока скрою. И сразу вместе две и покажу. Сейчас покажу. Вот. Такие вот гроздья. Я не думала, что они такие маленькие. Дружочки. А продавец этих игрушек
На меня, кстати, подписана. Не помню только имени. Девочка с Украины. Вот, солнышко, твои игрушки в добрых руках. Поверь мне, буду их любить и лелеять. Даже не представляла, что эти вот ягодки, вот эти вот веточки, что они такие маленькие. Я почему-то думала, что они вот такие вот, как гроздья винограда или вот как гроздья рябины. Какое чудо, друзья! Присмотритесь. Сделаны из лампочек. Листики, все есть. Только вот я не знаю, листик оригинальный. Какая прелесть! Здесь должны быть и гроздья рябины, и должен быть один просто сказочной красоты и неимоверной редкости. Я даю рубль за 100, что вы никогда не встречали такого винограда. Хочу отправить фотографии еще издателям каталога, чтобы они тоже охнули и ахнули. У меня есть несколько игрушек, которые они меня просили сфотографировать, и когда они будут переиздавать каталог, они туда их включат. Мои игрушки, которые настолько редкие, что их нет ни у кого. Так, ребеночек в конверте. Опять подарок, потому что у меня есть ребеночек в конверте. Или я этот покупала? Убейте меня, не знаю. Нужно будет спросить у отправителя посылки или посмотреть свою табличку. У меня же все аккуратненько записано. Все записываю в Excel. Что купила, у кого купила, за сколько купила, из какого города. Ай, красавец! Ребенок в конверте. Посмотрите. Коробочка нам попалась такая, знаете, знатная. Здесь вот подарок Москабель. Здесь вот эти вот ватные игрушки, особенно девочка на качелях. Интересно, что же еще будет в этой коробке? А тут же сбоку еще лежат конверты. А в этих конвертах, друзья, ай-яй-яй, что там, я, наверное, сделаю так. Вот в этом видео что-нибудь вытащу из того конверта и вам покажу. Вот, и так постепенно. Девочка с муфтой. Личико фельдеперсовое. Это я покупала. Ай, какая прелесть прелестная. Какое чудо чудесное. Вы представляете? Смотрите на фельдеперсе. Как расписано, друзья, личико. Ай, какой сохран. Боже. Надо будет когда-то нарядить всю елку ватными игрушками. Ну, конечно, не только ватными. Я думаю, это скучно, когда только-только ватные. А вот нарядить в таком вот стиле, как действительно наряжали елки в Советском Союзе. Вот эти вот самые первые, где на елках был вот Москабель, где были ватные игрушки. И очень-очень простые. Тогда же еще не производили вот эти вот айболиты. Там сказка о царе Салтане. Это же 50-е годы. А вот предвоенные годы, 37-й год, 39-й, 41-й, это вот, друзья, Москабель, ватные игрушки. А это вот дружочек в пару. У меня точно такой же есть. Но я не смогла удержаться и не приобрести еще одного. А почему? Он шел в лоте в паре вот с этой девчулей. А девчули у меня не было. Поэтому пришлось покупать сразу две игрушки. О чем я не жалею. Будет время, мы когда-то сравним. Они же все неповторимы, эти игрушки советские. И вот чем отличается вот этот Арлекин от того, который у меня есть. Красота, друзья. Сказочная. Я когда-то уже говорила и скажу еще раз. Некоторые, совсем некоторые пытаются вам внушить, что игрушки, вот старенькие, предвоенные, невозможно сейчас приобрести в люксохране. Это все новоделы и подделки. Друзья, завидуйте тихо и молча. Все можно. А если финансы поют романсы, ну тогда это же не моя вина. Это все мои оригинальчики. И не верьте всяким злюкам и подлюкам.
Откуда такие только берутся? Нет, это не покажу. Это не покажу. Это в последнем видео покажу. Это то, о чем я говорила. Редкое-прередкое, сказочное-присказочное. Стоило много-много денег. Но когда эта игрушка... Вначале меня отругали. Сказали: боже, ты с ума сошла. Столько денег заплатить вот за эту игрушку. Это самая дорогая игрушка из этой серии, которая когда-либо была. В общем, сказали, что я сумасшедшая. Но когда эта игрушка пришла, когда на нее посмотрели, сказали: не отдам. А вот и звездочет. Я вот совсем недавно снимала видео на тему, как я храню свою коллекцию. И там, помните, было 2 звездочета. Один в амальгаме, один матовый и один кроха 6-сантиметровый. И вот этого звездочета я тоже приобрела, потому что он вот самый-самый люксовый. И вот здесь, вот именно у этой игрушки просто идеально расписан петушок. Ну и звезды, конечно, у каждого моего звездочета разные. Вот какая прелесть. Могла ли я удержаться? Ну, конечно же, нет. Привет, дружок, в семье звездочета. Вот с таким роскошным петушком. Ай, ну, коробочка знатная. Ой, какая знатная. Что же там еще? Я не знаю, мы успеем все сразу одним махом открыть? Или придется прерываться и снимать дополнительное видео. Давайте так, с этой коробочки я открою вот еще эту игрушечку. Здесь у нас рябина. Рябина у меня есть, но все-таки я не смогла удержаться и не приобрести вот эту вот прелесть. Очередную рябину. Друзья, вот эти вот рябины, винограды на елке смотрятся так волшебно. Особенно, знаете, вот когда вот игрушка, а сзади вот здесь горит лампочка от гирлянды. Эти игрушки так сверкают, так светятся изнутри, так и хочется слопать этот виноград или эту рябину. Посмотрите, какой сохран. Часто, знаете, очень часто теряются вот эти вот листики. А здесь все на месте. Игрушка сервантного хранения. Вот такая красота. И давайте. Так, вот эти вот мы посмотрим в следующем видео. А сейчас я хотела бы вам еще показать, чтобы видео было разнообразное, чтобы это не были только игрушки. Вот эту вот гирлянду, электрогирлянда астероид. У меня такая есть, но дело в том, что ну какой коллекционер откажется от игрушки или гирлянды в оригинальной упаковке. Когда я увидела этот лот, я его тут же приобрела. Ищу опознавательные знаки. Вот они. И что здесь написано? Киевский кабельный завод, Укркабель, ОСТы, ГОСТы, напряжение, цена 4 рубля, дата, кто видит дату? Я не вижу. 1988 год. Вот в 1988 году выпускались вот такие вот гирлянды. И смотрите, как она пришла. Вот как в семье бережно хранилась. Переложена ватой. Тут еще старые конфетти. Ай, вот она. Бережное хранение. Вообще пользовались с ней или нет? Интересно здесь посмотреть. Может, она так была фабрично запакована в эту вату? Может быть, так вот? Ну вот теперь у меня есть 2 гирлянды астероид. Одна из них полна истории и, что очень важно, имеет
оригинальную упаковку. Ну, а еще хочу начать рубрику «А что же в этом конверте?» Давайте так, как спортлото. Я просто туда, сейчас одну секундочку, вот так. Я просто туда засуну руку и вытащу. Так, он запечатанный. Что же тут? Вот это вот. Тут смотрите, сколько добра. Будем постепенно вытаскивать. Подождите, тут что-то есть необыкновенное. Я знаю, я подсматривала уже. Хочу это вам показать. Хочу. Вот. Давайте начнем вот с этого. Вот с этого пакетика. И посмотрим только на одну вещицу. Так оно упаковано. Я в конверт заглянула и так удивилась. Друзья, смотрите, что это. Это приглашение на елку. Всесоюзный Центральный совет профсоюзных союзов приглашает тебя на новогоднюю елку в колонный зал Дома Союзов. 1951 год. Давайте как же это открыть? Первое. Я не представляла, что это, дружочки, такое маленькое приглашение. Я думала, что это приглашение колоссальных каких-то размеров. У нас же как было в Советском Союзе? Все большое, огромное. Как же это открыть? Я же не могу этого повредить, друзья. А оно-то раскладывается. Так, терпение. Терпение, господа. Терпение. И ваша щетина превратится в золото. Кажется, так говорили. Сейчас, дружочки. Мне ж самой интересно. Ой, как мне интересно. Так. Ау, ножницы прицепились. Сейчас 1950, друзья, 1 год. Колонный зал профсоюзов. И вот сзади это вот контроль. Значит, этот билет не был в использовании, потому что когда приходили на елку, вот этот уголок отрывали, а здесь он сохранился. Так, начало в 14 часов 9 января эта елка состоялась. 14 часов 51 год. И как же дальше выглядело это приглашение? Посмотрите. Так, открываем. Вы представляете этого ребенка, который получает новогодняя елка профсоюзов? Так, а этот Дедушка Мороз вынимается. Что здесь написано? Москва, Дом Союзов, колонный зал Деду Морозу. Опять открываем. И здесь возьми мешочек для письма, напишешь сам или сама. Узнать хотел бы, Дед Мороз, пятерок сколько ты принес, как ты работаешь в звене. И это интересно мне. Пиши про то, с кем дружишь ты, про все желания и мечты. За что мы боремся все вместе, о чем сейчас поются песни, чего ты в новом живешь году, я у тебя ответа жду. Про все, что хочешь, напиши, лишь только было бы от души. Мой точный адрес ты найдешь, когда листочек перевернешь. Дед Мороз, переворачиваем. И вот точный адрес. Москва. Боже мой, какая красота! Вот такие приглашения. Новогодняя елка профсоюзов. Посмотрите. Какая редкость, как это все исполнено. Какая печать, друзья. А здесь что написано? Что здесь написано? Билет дает право входа только школьнику без родителей. Детская елка. Ай, какой раритет у меня.
А в каком сохране? Часто теряются или эти вкладыши, или вот эти вот пригласительные билеты, они такие потертые, нет, например, какой-то части, или вот нет вот контроля. Этот сохранился вот так, дружочки. Приглашение на елку. 1951 год. 9 января, 14:00. Вход только для ребенка. Но вкладыш, конечно, сказочный. Ой, я думаю, я вас порадовала, а себя как порадовала. Ну, какое-то крошечное. Я думала, это такое, вот, знаете, как вот большая вот эта длинная раскладная открытка. Не могу налюбоваться. Друзья, порадуйтесь, пожалуйста, вместе со мной. Какое счастье. Ну а пока-пока. Скоро дальнейшая распаковка для вас, друзья.